Представители знака зодиака Весы. Весы, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, таро расклад. Что вам по судьбе в январе? Неожиданности и сюрпризы января. Давайте узнаем, что думают карты. Хотя планетарно 2 января уже это событие произошло, Меркурий вышел из ретро в прямое движение, и поэтому какая-то информация к нам приходит более достоверно, или появляется какая-либо конкретика, или те дела, которые были отложены в декабре, у вас могут получить продвижение как раз уже в январе месяце. 4 числа Марс входит в знак Козерога. И это не тот Марс, когда больше импульса огня, а когда мы этот огонь переводим в какое-то конкретное направление, русло, когда мы прилагаем свои усилия и получаем результат. Больше продуманности, больше слаженных действий. Нам как будто Марс в Козероге тоже помогает. Далее, на этом не заканчиваются сюрпризы. Наверное, самое интересное будет в районе новолуния. Где-то, может быть, 1-3 дня до или после. И это та конфигурация, когда личная жизнь для кого-то из вас, понятно, не для всех, но для кого-то проиграется, когда, к примеру, были отношения, которые встали на паузу, и было непонятно, ни то да, ни то нет, ни то вместе, ни то порознь, или, может быть, с каким-то человеком вы недавно познакомились и тоже не знали, как он ко мне относится, и вот тут как раз персона может проявлять интерес по отношению к вам. Хотя такая метаморфоза может произойти и с вами, мои дорогие весы. Ведь мы никогда не знаем, как светила на нас влияют или какова наша судьба в каких-то деталях. Вот может такое произойти, когда, правда, захочется узнать словно поближе человека или начать дружить, может быть, какие-то интересы могут общие появиться. И далее, мои дорогие, еще интереснее, 24 января, там, где у нас Марс в Козероге, туда же входит Венера. И здесь, получается, в знаке, который любит статус, который отвечает за порядок, за какую-то цикличность, обустроенность. Это я все про Козерога. У нас две гендерные планеты, Марс и Венера. И у кого-то из вас как раз вот эти отношения, которые, или тот интерес, который где-то мог вспыхнуть в районе новолуния, 11-12, он может перерасти во что-то большее к концу января. Или кто-то из вас, если это отношения уже как будто сложившиеся, может быть, это и не брак, а вы вместе проживали, или вы дружили, встречались. Вот здесь может быть для кого-то предложение руки и сердца, или вы начнете жить вместе. Но здесь скорее не просто начать жить вместе, все же мы говорим про статус. Изменение это даже статуса для вас может быть. Для любого представителя знака зодиака вот могут произойти такие интересные сюрпризы в личной жизни. И дважды, наверное, поскольку из знака Козерога 21 января, как раз перед тем, как две планеты будут в знаке Козерога, вот из Козерога выходит Плутон и переходит в знак зодиака Водолей. Больше свободы, больше индивидуальности. И самовыражение, мои дорогие, но это планетарно, не всегда планетарно соответствует таро прогнозам. Давайте узнаем. Мне любопытно, надеюсь, вам тоже. И я надеюсь, образы карт – это всегда метафора, вы переложите на события своей жизни и какие-то подсказки вы получите. Итак, первую карту мы с вами достанем. Это будет общий фон января. Может быть, ваше настроение или вот если по судьбе какие вопросы вдруг появятся в вашей жизни, что для вас будет в приоритете. Неожиданности января. Сюрпризы января – это то, что со знаком плюс. Ваши действия сообразно всему этому и каков результат. Достанем с вами, хочется перемешать, карту совет. Как карты видят, может быть, какую-то подсказку нам дадут, как действовать или не действовать, наоборот. Никогда не знаешь. И давайте будем смотреть, что же приоритетным. Вообще шикарно. У кого-то, правда, может проиграться человек, рожденный под знаком зодиака, стихии Земли, Телец, Дева, Козерог. Или имеет там асцендент, а может и по Луне, кстати. Для кого-то из вас это просто текущие вопросы, в которых вы хотите что-то прояснить, создать, улучшить свое жилище, сделать его более комфортным. Или
разобраться, может быть, с работой, какие-то вопросы, которые в конечном итоге складываются и ведут к заработкам, да, потому что все же король Пентаклей. Для кого-то из вас очень продуктивный период для вашего творчества или для начала своего личного дела, для самовыражения. Король Пентаклей, он всегда надеется сам на себя, и любая его идея, которая родилась в ментальности, она в последующем будет переложена как будто на как раз более четкие рельсы, на какую-то прагматику. Он осуществит это и сделает свою жизнь именно такой, какой планировал. И он готов где-то к тому, что обстоятельства все время меняются. Люди тоже меняются, и мнение их меняется. Но как раз может быть готовность вот к этим переменам извне, его нацеливает на то, что корректировать планы приходится, но основная цель его должна оставаться неизменной. Вот вы сами можете находиться в этих энергиях, где-то прагматизма, отчасти расчетливости, может быть, и вопросы денег для вас будут означать это как основа, а все остальное, то, что прилагается, у кого-то и так может быть. Или еще что-то, то, что мы делаем для себя, именно чтобы улучшить благополучие, процветание, изобилие. Одним словом, что-то в плюс и на долгий период. Вообще это карта стабильности, когда не предвещает каких-то неожиданностей, но мы посмотрим. Посмотрите, два короля выпадает, и поэтому для кого-то из вас будут важны согласования каких-либо документов, подписание контрактов, соглашений или оформление какой-то бумаги, ну как документа очень важной, и вы будете обращаться к чиновникам высокого ранга. Само по себе, когда два короля и больше, ну где-то три, так это еще, значит, выше какая-то структура, но подразумевается, что вы как раз со знаком плюс можете для себя и решить какие-то вопросы или с кем-то договориться или разузнать нужную информацию, как оформить какое-либо дело или ваше участие в той или иной теме, вопросе. Но король кубков часто неожиданности. По кубковым картам двора у нас проходят наши близкие. Чаще это супруги или с кем мы проживаем. И поэтому, правда, для кого-то из вас личная жизнь выйдет на первый план. Но это неожиданности мы смотрим. И поэтому любая, наверное, неожиданность. У кого-то это проиграется, как я говорила, планетарно, когда примутся вашей парой какие-то важные решения. Для кого-то из вас это известие от родственников, например, вашего супруга или супруги. Или по этой карте, в принципе, для короля кубков важно как и отношения, так и материальный достаток. И вы где-то вот на оси отношения, финансы будете решать свои вопросы. Может быть, как раз какие-то возможности для вас новые откроются. Вы хотите стабильности. Вот, наверное, это отправная точка всех ваших решений. Будь то это работа, будь то это способ заработка или прихода денег в вашу семью или в вашу личную жизнь. Вот здесь должно быть все стабильно. Вам, по крайней мере, хочется упорядочить как будто жизнь. Давайте сюрпризы посмотрим. В сюрпризах может быть пауза. Хотя, я бы сказала так, если деньги для вас задерживались, они как будто к вам доходят. Если это была большая сумма, то здесь тоже может такое к концу месяца, по крайней мере, как будто получить развитие или, может быть, какие-то документы не были согласованы, или еще были причины извне, которые препятствовали, чтобы эти деньги дошли. Но семерка Пентаклей нам больше говорит о том, что сохраняй все то, чего ты достиг. И, может быть, какие-то задержки или оформление, опять же, каких-то бумаг, документов. Если это происходит в январе, не стоит педалировать, не стоит, может быть, ускорять в чем-то событие, как будто все произойдет в свое время и в лучший для вас час. Вообще эта карта дерева показана, пентакли растут на дереве. И символ дерева – это символ надежности. Наверное, все то, что я говорила до этой карты. Ваши действия. Вот символ надежности только что прозвучало, да, и нам выпадает, вам, мои дорогие весы, выпадает карта императрицы. Тут, наверное, в квадрате, в кубе символ надежности. Это карта власти.
ваши действия на действительно укрепление вашего положения, на изменение вашего статуса. И действительно для кого-то из вас проиграется вот это планетарное или планетарные, точнее, события, о которых я рассказывала до карт. Вы можете изменить статус. У кого-то это смена статуса через получение новой должности. Я не сказала по королю Пентаклей, а тем не менее, ведь это статусная карта. Это кто-то делает карьеру, и значит есть возможность получить новую должность. Может быть, это не произойдет в январе, но вы сделаете первые шаги, и это точно 100% успеха, что вы получите при полном вашем контроле ту должность, которую вы хотите. Особенно если к этому есть как бы предпосылки. Более того, карта императрицы – это карта нового «я». То есть это ваши какие-то планы, это творчество, это вдохновение. И, наверное, для тех людей, кто занимается творчеством, ну, здесь вообще какой-то клондайк возможностей может быть. И среди вас таких людей достаточно много. Эта карта может говорить о популярности вашей, которая к концу января как будто взлетает. Мои дорогие девочки, для кого-то из вас это будет означать, вы узнаете, что ждете ребенка или еще какие-либо вопросы материнства, детства. Дорогие мужчины, для вас это может быть как осознание, что есть очень важная женщина в моей жизни, и я хочу быть рядом с ней. Вот такое тоже, знаете, как абсолютно четкое понимание. Может быть, до этого, были разные мысли, а вот здесь как-то сложатся пазлы к тому, что вы определитесь, если были сомнения по вашей паре или по вашей спутнице, например. По этой карте мы говорим карта власти, но власти добрые, мои дорогие, поэтому все в вашей власти, ведь эта позиция, ваши действия, это практически безошибочные действия, как будто то, что вы себе задумаете, само пространство, время, высшие силы, судьба, назовите как угодно, способствует, чтобы какой-то ваш план реализовался. Шикарно. Каков результат, давайте мы узнаем. И результат будет великолепный, если вы не будете распылять свои силы. Как будто нужно продолжать держать все под контролем. У вас сейчас большие возможности. Но если вы начнете тратить время на какие-то пустяки или расслабитесь, подумаете, что ко мне придет все само ничего не придет. Все зависит лишь от того, как мы как будто направляем лодку нашей судьбы, в каком направлении мы для себя определили, может быть, рост нашего процветания, благополучия, в какую сторону или, опять же, направление мы хотим изменить наше качество жизни. По этой карте девятка жезлов. В герметической колоде Таро эта карта называется «Великой мощи», поэтому сил физических и, наверное, душевных будет более чем достаточно. Но правильно их распределить, вот это будет вашей задачей. И если вы где-то расслабитесь раньше времени или словно огородитесь от мира, то тогда чего-то вы можете упустить, мои дорогие. Здесь нужно быть к двум направлениям очень внимательным. Первое – это когда нам угрожает опасность. То есть бывают такие моменты, когда мы должны, правда, отреагировать. Ну и второй момент – это когда мы не должны упустить возможности. Одним словом, держать все под контролем, и вас не должны застать врасплох. Вот такое или такая позиция вас делает практически неуязвимыми. Тогда действительно вот эта карта императрицы, вот эти возможности, самые разносторонние, они у вас как будто будут на пороге января, и какая-то ваша история. Пусть у кого-либо это будут вопросы личной жизни, а у кого-то как вдохновение, творчество, да, что-то, шедевр создать, и это возможно. Для кого-то из вас это просто новые способы заработка, а для кого-то это мои честолюбивые амбиции, я хочу сделать карьеру. Вот для вас нет ничего невозможного уже в январе. Но, повторюсь, не расслабишься. Карта совет. Вообще это ваша карта король мечей, и поэтому любой ваш посыл душевный, он может быть как раз реализован. Карта говорит о более рациональных энергиях, и правда для кого-то из вас еще могут быть вопросы в суде. И судя по карте императрицы, у кого-то может измениться статус, даже если у кого-то был развод, мои дорогие. И может быть прежняя ваша история уже давно закончилась, а вот как раз последний аккорд
или получить вот этот документ, да, о том, что мы теперь уже изменили статус, но это уже не о бракосочетании, а о разводе, я говорю. У кого-то тоже есть возможность в январе поставить вот эту в чем-то точку, чтобы идти вперед дальше. Неважно, какая предыдущая была история, может быть и со знаком минус, может быть и какой-то ваш любовный союз не удался, но это не значит, что мы ставим на себе буквально крест. Значит, мы должны быть счастливыми, и значит, мы все равно будем искать того партнера, или партнер где-то тоже скорее ищет вас, для того, чтобы построить какую-то идиллию, по крайней мере, к этому, безусловно, нужно стремиться. И у нас уже 3 короля. Тут для вас действительно вы можете что-то согласовать. Как высокие чиновники, я говорила, для кого-то из вас это само по себе получение должности. Для кого-то из вас это могут быть важные согласования в банках, мои дорогие, правда. Тут, с одной стороны, поскольку ваша карта, любое ваше начинание или любая ваша идея при приложенных усилиях может получить как и продолжение, так и хороший результат. Все в вашей власти. Но быть мы все-таки на совет смотрим эту карту. Поэтому нам здесь больше говорят не об эмоциях, а о прагматизме, о логике, может быть, рационализме. И посмотрите, эмоции у нас только выпали в неожиданностях. По сути, эмоции где-то, безусловно, говорит и императрица карта. Но это более взвешенные эмоции. Нет здесь какого-то восторга, может быть, в течение января, но он как будто вам, видимо, может и помешать для того, чтобы увидеть вот эти 2 направления, которые я озвучивала по 9 жезлов. Все в вашей власти, мои дорогие, но, видимо, власти более, вот как Марс в Козероге, более прагматичной, когда каждое ваше действие, оно вот словно должно быть выверено, просчитано. Это будет важно для вас, судя по карте, для того, чтобы планы ваши реализовались. Но вообще прекрасное время, мои дорогие, сделать для себя что-то очень добро, хорошее. По сути, перед вами открывается сразу несколько направлений, и ваша задача будет лишь приложить сообразно усилия тем возможностям, которые приходят на ваш порог. Перекладывайте на себя, мои дорогие весы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.